Привет, меня зовут Полина Вашингтон, и сегодня я расскажу о своем опыте работы с Leica M. Я довольно долгое время очень хотела найти для себя инструмент, который я могла бы использовать не только на своих каких-то съемках, но и в повседневной жизни, потому что мне очень нравилось и до сих пор нравится запечатлевать жизнь вокруг. И, естественно, это был вопрос габаритов, вопрос компактности, так как мне хотелось иметь возможность носить камеру везде и не испытывать при этом каких-то сложностей. Оказалось, что это не так просто. Мне не хотелось покупать какой-то компромисс, выбирать между светосилой или размерами, делать шаг исключительно в сторону кропа. И я как-то очень случайно наткнулась в интернете на фотографию Leica M10 и даже сначала не поверила, что это цифровая full-frame камера, потому что она выглядела супер небольшой, и особенно меня впечатлили размеры оптики в этой системе. И сначала я, конечно же, пыталась найти какую-то альтернативу, потому что тогда не очень понимала, как вообще себе могу позволить такую систему. Я на самом деле никогда не делала каких-то досок желаний, ничего никуда не клеила, но почему-то решила сделать небольшой рисунок М10 и повесила себе его на стену, как некий ориентир, какой инструмент я хотела бы иметь. И для меня это во многом такое трепетное воспоминание, потому что где-то всего месяца через 3-4 я таки купила свою первую Leica M10, а через каких-то там 2-3 года первой получила M11 на тест до старта продаж. Leica M – это дальномерная камера, и отличие дальномерных камер заключается в том, что если вы посмотрите видоискатель, вы не увидите там Live View или какое-либо цифровое изображение, а просто посмотрите как бы сквозь камеру. Это действительно довольно непривычно, и лично мне сложно быстро ориентироваться по такому видоискателю на своих творческих съемках, так как я вижу много лишнего видоискателя, а не только то, что попадает в рамку кадра. Если для стрит-фотографии это даже скорее плюс, то для моей это не всегда удобно. Ну и, конечно, нужно сказать про фокусировку, точнее про отсутствие автофокуса. Это, собственно, то, что позволяет сохранить такие габариты оптики. Многие переживают по этому поводу, но это по большей части вопрос привычки. Поскольку в университете я много лет снимала на пленочную камеру с мануальной оптикой, для меня в целом наводиться руками это не проблема, а иногда вообще и плюс, потому что автофокус может тормозить, не там фокусироваться в каких-то сложных условиях по съемке, а когда ты наводишься сам, то с этим обычно нет каких-то проблем. Помимо наводки через видоискатель, можно использовать для этого экранчик Live View. Но есть еще более удобное решение, которым пользуюсь я. Это VisaFlex. VisaFlex – это электронный видоискатель, который ставится на камеру и, по сути, просто дублирует все то, что происходит у вас на экране. В камере очень удобные помощники фокусировки, можно включить пикинг, и область фокусировки будет подсвечена красным. А можно еще дополнительно настроить приближение к точке фокусировки. Это как раз-таки очень помогает наводиться по глазам, снимая на открытой диафрагме. В целом моя фотография не требует какой-то сверхскорости, да и даже снимая периодически какой-то стрит, где нужна большая скорость реакции, я не могу сказать, что мануальный фокус очень сильно меня тормозит. В системе очень минималистичное меню, и мне нравится концепция того, что в камере нет ничего лишнего, нет какого-то нагромождения настроек, кнопок, потому что, по сути, чтобы сделать кадр, нужно не так уж и много. Это, опять же, напоминает мне о моем пленочном прошлом, и это то, что мне до сих пор сильно импонирует. Когда я вот-вот уже собиралась купить себе первую М-ку, мне постоянно говорили о том, что сама тушка без родной оптики не даст той особой картинки, за которую все и любят камеры Leica. Но я, конечно же, максимально сопротивлялась этой информации, потому что с трудом на тушку накопила, а тут еще получается, что нужно было бы и объектив сразу же брать, а они на системе М довольно дорогие. Ребята из Leica Russia дали мне на тест попробовать два Summilux, 35 и 50 мм. И после того, как я на них поснимала и открыла фотографии, мне уже ничего не нужно было объяснять. Я просто увидела, что я буду копить на родную оптику.
Это действительно уникальный рисунок, который сочетает в себе мягкость, но при этом резкость на открытой. Мне очень сильно импонирует картинка, и после нее временами сложно переключаться на другие системы, потому что ты сразу чувствуешь, что чего-то не хватает. На первое время я, кстати, брала себе Voigtlander 35 мм 1.4, очень недорогое и интересное стекло, у которого при этом такой специфический рисунок. Мне он понравился, плюс сама линза была очень компактная, так что удалось довольно много чего хорошего с ним снять. Сейчас у меня есть 35-й Summilux и полтинник, и оба этих объектива мне сильно нравятся. Многие спрашивают про цвет и про то, что у Leica он какой-то особенный. И в целом, да, исходники действительно очень приятные по цвету, у них хороший умеренный контраст, но поскольку я всегда обрабатываю снимки с камер, я не то чтобы особо сильно зацикливаюсь на цвете исходника. Снимая и на М10, и на М10R, и на М11, я бы сказала, что цвет исходника в каждой камере был свой. Но выделить какой-то из них и сказать, какой лучше или хуже, я не могу. Вообще говорят, что самый интересный и лучший цвет был на М9, но я никогда на нее не снимала. Мне кажется, что любые попытки понять, почему камеры этого бренда стоят так дорого, изначально ни к чему особо не приведут. Мы привыкли, что некая высокая стоимость камеры обусловлена новыми фишками, технологиями, чем-то таким необычным, но Leica M это, на мой взгляд, совершенно не про это, хотя, безусловно, в каждой новой камере они что-то совершенствуют и добавляют. M-серия не гонится за всеми возможными новыми фишками для фотографов. Это больше история про традиции, немецкое качество, ценности. Поэтому нет ничего такого, что я могла бы сказать про Leica M в духе «она стоит так дорого, потому что». Безусловно, есть особая пластика и картинка, и лично мне это очень нравится. Но это не что-то, что можно пощупать или описать словами. Это скорее про то, что нужно увидеть и попробовать, чтобы понять, ваша эта история или нет. Лично для меня рисунок и качество картинки – это определенно точно то, за что я готова платить такие деньги. Фотографы, на мой взгляд, выбирают камеры серии M не потому, что там есть что-то такое особенное, а потому что им нравится взаимодействие именно с этим инструментом и именно с этой системой, так как она все-таки довольно особенная. У меня не было ни дня, когда я бы реально пожалела, что потратила столько на эту систему. Прошло уже где-то, наверное, 3 года, а я все еще испытываю при работе с M-кой максимальный комфорт и удовольствие, особенно в плане самой картинки и габаритов камеры. Еще мне безумно нравится эстетическая составляющая этой системы, то, как выглядит сама камера и оптика. Я вообще думаю, что камеры системы M одни из самых красивых, и лично для меня это тоже очень важно. Если меня вдохновляет мой инструмент, то мне хочется им пользоваться, хочется снимать. И из-за этого возникает очень крутой коннект между фотографом и инструментом. Я не знаю, как у других, но как только у меня начали появляться камеры, которые мне эстетически очень нравятся, я действительно начала намного больше снимать. После М10 я обновилась на М10R, но это не было вызвано желанием что-то улучшить или стремлением к большему количеству мегапикселей. На самом деле я решила поменять камеру просто потому, что появилась возможность взять именно новую камеру из магазина, и мне очень хотелось испытать это чувство и вообще разрешить себе это. Ну и, естественно, было логично взять самую последнюю модель, которая была на тот момент. Кстати, многие мне говорили, что на моей фотографии большее количество мегапикселей скажется в худшую сторону. То есть в условиях низкой освещенности кадры будут сильно шуметь. И если бы мне об этом не сказали, я на 100% уверена, что никогда бы не запарилась по этому поводу и не полезла бы изучать вопрос более детально. Но даже сравнив две камеры лоб в лоб, я не могу сказать, что R-ка оказалась критически шумнее.
Скорее, шум стал более заметен из-за большей детализации или из-за того, что я рассматривала кадры чуть ли не под микроскопом. Я редко поднимаюсь выше ISO 800 или 1600, поэтому для меня картинка на этих ISO, на камерах M10 и M10R более чем нормальная. И, кстати, когда я снимала на тестовую M11 в Стамбуле ночью без какого-то дополнительного света, исключительно при уличных фонарях, я ставила ISO авто, и у меня не было каких-то проблем, что фотографии получились сильно шумными. Поскольку мне удалось познакомиться с M11 еще в октябре или ноябре 2021 года, к моменту выхода я знала, что обновлюсь с M10R на M11. По правде говоря, пока я ждала тестовую камеру, я очень надеялась, что мне не придется этого делать. Однако наличие электронного затвора стало для меня очень важным и основным, наверное, изменением, ради которого, по сути, я и поменяла камеру. Я очень люблю снимать на открытой диафрагме при ярком солнце, и с R-кой это было невозможно без ND-фильтра, который я могла легко оставить дома и в итоге не иметь возможности снимать, как я хочу, потому что у камеры была максимальная выдержка 1/4000. С электронным затвором мне больше не нужно постоянно помнить про ND-шку или проверять прогноз погоды перед выходом из дома. Это дает мне больше свободы. Но у M11 много интересных новых фишек. О некоторых я вообще узнала только на презентации от тренера из штаб-квартиры из Германии. Я не буду подробно рассказывать обо всех нюансах, все можно легко нагуглить, и расскажу только о том, что лично нравится мне. Во-первых, у M11 новый аккумулятор, и он действительно держит заряд гораздо дольше, чем это было в M10 или M10R. Когда я ездила в Турцию с тестовой M11, мне выдали камеру только с одним аккумулятором. Но несмотря на то, что я гуляла по городу весь день, у меня никогда не было такого, что камера садилась или мне нужно было где-то срочно подзаряжаться. То же самое сейчас происходит на съемках. У меня всегда есть запасной аккумулятор, но я никогда им не пользуюсь, мне всегда хватает одного. На M10 и M10R у меня всегда был комплект из двух аккумуляторов, и я активно ими обоими пользовалась на съемках. В камеру также добавили USB-C порт, которым я так никогда и не воспользовалась. Но его можно использовать для подзарядки, либо для быстрого сброса фотографий через приложение Leica Photos. Однако у меня и через Wi-Fi с помощью приложения тоже довольно быстро все скидывается. Вместе с новым аккумулятором пришла и новая нижняя крышка, и здесь у меня нет какого-то однозначного мнения, нравится ли мне это изменение или нет. Меня вообще не раздражал предыдущий вариант, наоборот, это казалось такой некой фишкой системы. Хотя, безусловно, где-то на улице и на ходу не очень удобно было менять аккумулятор. Теперь в M11 он вынимается по той же системе, как и в Q2. Правда, чтобы достать карточку, все равно нужно вынуть аккумулятор. Следующий момент, который мне очень понравился, это возможность переключаться между количеством мегапикселей. Если я, например, снимаю натюрморты с цветами, где мне важна детализация или возможность кропнуть изображение, я выбираю 60 мегапикселей. Для повседневных кадров и съемок с людьми в портфолио я выбираю 36 мегапикселей, чего спокойно хватает для хорошей картинки, плюс файлы не весят очень много. До 18 мегапикселей я никогда не опускалась, и какой-то необходимости в этом пока не было. В M11 появилось 64 гигабайта встроенной памяти, что позволяет снимать без SD-карты, тогда, когда вы, например, оставили ее дома. И хоть я еще пока не забывала карточку на съемку, мне кажется, это очень крутое дополнение, которое, опять же, позволяет всегда иметь возможность сделать кадр. Также в камере есть что-то типа режима приближения, как в Q2, где вы можете, по сути, кропнуть снимок в процессе съемки. Я практически не пользуюсь этим, правда, один раз это выручило меня при съемке портрета, когда хотелось снять лицо покрупнее, но дистанция наводки не позволяла. Все-таки у большинства М-объективов дистанция 0,7. Выбрав же 60 мегапикселей и вот это самое приближение, получилось снять более крупный портрет.
Ну, наверное, самый явный минус системы заключается в том, что камеры в целом не самые быстрые. Особенно в режиме непрерывной съемки, и поэтому еще очень важно покупать хорошие, дорогие скоростные карточки. Плюс сама тушка еще может подвиснуть во время работы, такое тоже часто происходит. Но я далеко не любитель шпарить на съемке на непрерывной по 1000 или 2000 кадров, чтобы, дай боже, что-нибудь допоймать. Поэтому, опять же, для меня и для людей, которые понимают, что такое 36 кадров в катушке, это не проблема. Большим разочарованием М11 стала коробка. Если вы когда-нибудь видели коробку от М10 или даже от той же Q2 и М10R, то знаете, что распаковывать эти камеры было большим удовольствием и отдельным таким экспириенсом, потому что внутри все было очень красиво организовано по таким своего рода ящичкам. Мне кажется, даже ради этого всегда хотелось купить именно новую камеру. Но М11 просто засунули в поролон и вложили в коробку, и все. И никакого волшебства. Еще важно добавить про сервис, хотя это актуально только для России, особенно сейчас. По большей части серьезные ремонты, какие-то замены происходят в Германии, а это, понятное дело, время. Все-таки отправить камеру из одной страны Европы в другую страну Европы не так запарно, как отправить что-то из России в Европу. Но что-то ремонтируют и у нас в Москве в официальном салоне, что уже очень хорошо. Вот, собственно, и все, что я хотела вам сегодня рассказать про М-серию и про М11. По традиции, если у вас остались вопросы какие-то по теме этого видео, или вы хотели бы поделиться своим опытом работы с системой М, то обязательно пишите в комментариях. Ну а я надеюсь, что до новых встреч и до новых видео.